Сочемильку сложно представить более туристическое, аутентичное и красивое место в пределах Мехико. Досмотрите видео до конца, и, возможно, вы побежите планировать следующий выходной с вашими друзьями по нашему примеру. Сочемилька сейчас – это 16-й район Мехико. До этого город, основанный ацтеками до прихода конкистадоров испанцев 5 веков назад. Не бойтесь, вы не потеряетесь. Как только вы прибудете, любой местный вам укажет путь. А вот такой вот сеньор, который управляет лодкой, обязательно перехватит вас на полпути, и вы сможете всегда договориться о приемлемой вам цене. Вот эта лодка называется трахинера, вмещает до 20 пассажиров. Это вопрос безопасности, ну и банального удобства, если честно. Заранее рекомендую приобрести напитки, кто какие предпочитает. Здесь это не запрещено. На трахинере есть стол, стул, и не один. Так что располагайтесь, кто на какое время запланировано. Нас было 7 человек, и по плану расскажу чуть позже. Здесь есть легенда. И помимо самой легенды есть остров. La Isla de las Muñecas. Остров кукол. И вот мы планировали посетить этот остров в том числе. Он находится далеко, поэтому по плану было 5 часов. С музыкой, с напитками, с едой, с остановками. Тем не менее. Смотрите, расскажу, что в итоге из этого получилось. Это ахолоте. В середине видео расскажу, что это слово означает, кто это, имеет ли это отношение к легендам и мифам Древней Мексики. Повсюду такие лодки, быстро перемещаться не получится. Ну, вряд ли у вас возникнет такое желание, тем не менее. Вы постоянно сталкиваетесь с другими лодками, это не ваша забота, это не опасно. Но вот тот самый лодочник, управляющий трахинерой, делает достаточно тяжелую работу. Я подержала в руках эту палку. Она очень тяжелая, и для того, чтобы управлять лодкой, это, собственно, единственный способ. Вот это вот тот самый традиционный венок. Если захотите сделать аутентичную фотографию в стиле Сочемильку, видите, La Isla de las Muñecas. Несколько лодок, оформленные вот этими вот куклами. Чуть позже расскажу, что за легенда. Вот так вот вы постоянно проезжаете мимо заполненных лодок. Вот так усердно работает ваш лодочник, назовем его так. Дальше вы удивитесь, сколько эта работа стоит. У каждой лодки есть свое название. Нам сказали, что можно заранее подготовиться и назвать лодку так, как вам хочется, чтобы она дальше поплыла, а то и поплыла. Первая остановка музея Ахолоте. Ну, на входе тут все. Цветы, символика, горшки. Кое-какие другие животные. Но самое главное, это мое личное впечатление. Нет, не змеи. А вот я впервые увидела это животное на купюре 50 песо, мексиканских песо. И я думала, что это
нечто связанное с мексиканскими сказками. А это земноводное существует. Милота. Они находятся в критической опасности, поэтому вот на таких фермах их разводят искусственно. Или натурально, но точно не достают из каналов. Но в опасности... Вот это 50 песо. И вот как выглядит на самом деле. Нам сказали, что они слепые, но в ряде моментов мне уверенно казалось, что он прям улыбается, и он понимает, что мы на него смотрим. Ахолоты, кстати, оказал потрясающее влияние на мексиканскую культуру в символике и в связи со всякими там богами и прочими. Животное-амфибия, которое, кстати, имеет прекрасную функцию, которая не только восстанавливает конечности, но говорят, что может восстановить некие органы сердца в том числе. То, что вы видели до этого, это был некий лифт, который позволяет трахинере перемещаться с одной стороны каналов на другой. Мы попали достаточно поздно, нам просто не разрешили дальше продолжить наш путь, потому что если бы мы поехали на тот самый остров кукол, мы бы не вернулись вовремя, это просто опасно. Дальше мы остановились в неком ресторане, где можно было переодеться, сделать несколько фотографий. Вот в таких интерьерах. Что-то сильно связанное с синематографом. Окей, двигаемся дальше. В принципе, это всегда неспешная прогулка. Вы можете наблюдать за бытом местных. Изначально город был задуман как каналы с насыпными островами. В общем-то, на том и держится до сих пор. Не город, но уже район. Так вот, легенда про тот самый остров кукол. Жил-был один дяденька, который стал свидетелем смерти девочки и не смог ее спасти. Она утонула на его глазах. Но дальше, кажется, дяденька сошел с ума, бросил семью, уехал жить на остров. На один из насыпных островов Сочемилько. И якобы во сне каждую ночь ему являлась эта девочка. Для того, чтобы успокоить ее дух, он начал развешивать куклы. Сначала какие нашел, какие купил. В общем, весь остров по итогу был завешен старыми, безглазыми, безногими куклами. И таким образом, в его понимании, он успокаивал дух девочки. Этот остров находится достаточно далеко от отправной точки, поэтому где-то нужно планировать 5 часов. Мы 5 часов и запланировали, просто другое дело, что не попали туда. Но отлично, следующее видео я сниму только про этот остров. В любом случае планирую попасть туда. Говорят, достаточно жуткое зрелище, но по дороге, не тратя много времени, есть остров Фейк. Кто не хочет далеко ехать, а просто сделать фотографии и несколько видео, может попасть на этот остров. Кто-то приезжает в Сочемилько на полчаса. Для меня, честно говоря, это большой вопрос. Потому что только час ты толкаешься между соседними лодками, выруливаешь на какую-то более-менее свободную трассу, хотела сказать я. Не трассу, но некий путь. И, в общем-то, не было ничего такого, когда мы потратили 5 часов вместо запланированных 5 часов, но в другом месте. В общем-то, в хорошей компании
правильными напитками и едой вы можете рассчитывать. Лодка 500 песо за всех за 1 час. То есть, если вы планируете 20 человек, что максимально на одной лодке, в принципе, получается очень и очень бюджетно. Напитки вы можете купить в магазине до поездки или на месте. Цена начинается от 120 песо. Также вы можете взять с собой спикер, чтобы громко-громко слушать музыку и перебивать всех остальных. А можете за 400 песо на все время арендовать. Естественно, за такую работу лодочник ожидает чаевые. Но это не включено в стоимость, на ваше усмотрение. Вокруг вас будут продавать все, что угодно. От венков до услуг мариачи, клубничной маргариты, quesadillas и так далее. Можно приезжать пустыми и точно не проголодаетесь. Бизнес развит отлично. Вы не первые и не последние. Поделись видео, подпишись на мой канал. Там больше идей о Мексике.